Соединенные Штаты готовятся нанести удар по Ирану. Ударная группа во главе с авианосцем Авраам Линкольн прибыла на Ближний Восток. В Миннеаполисе протесты против агентов ICE вспыхнули с новой силой. В деле об убийстве медбрата Алекса Претти появились новые доказательства. Не прошло и месяца. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сменила тон и заявила о готовности энергетического сотрудничества с Вашингтоном. По миру распространяется смертоносный вирус НИПАХ, от которого нет вакцины. Ряд стран начал ужесточать санитарный контроль с Индией, где больше всего заболевших. Заместитель Си Цзиньпина сливал Соединенным Штатам данные о секретной ядерной программе Китая. Обвинения были озвучены на закрытом брифинге для высшего командования. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Вооруженные силы Соединенных Штатов проводят последние приготовления в преддверии начала масштабного удара по Ирану. По оценке израильской стороны, предполагаемая американская операция против Ирана может быть инициирована уже на этой неделе. Ситуация на Ближнем Востоке достигла критической стадии. Источники оценивают вероятность удара как высокую, хотя окончательное решение Дональда Трампа пока не озвучено. Соединенные Штаты передислоцируют ударную авианосную группу во главе с авианосцем Авраам Линкольн из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования, включающую Ближний Восток. Об этом со ссылкой на источник сообщает американское издание News Nation. Собеседник издания уточнил, что речь идет об ударной группе авианосца Авраам Линкольн, в составе которой также несколько других боевых кораблей и по меньшей мере одна ударная подлодка. Их переход, как ожидается, продлится около недели. Между тем, израильское издание Jerusalem Post сообщает, что верховный лидер Ирана Али Хаминеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи переместился в укрепленное подземное убежище, представляющее собой серию туннелей, в Тегеране после того, как высокопоставленные представители служб безопасности и армии предупредили о возросшей вероятности американского удара, сообщило в субботу днем издание Iran International. Согласно иранскому оппозиционному изданию, Масуд Хаминеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и служит основным каналом связи с исполнительной властью режима. Иран повторил предупреждение Вашингтону о том, что любые военные действия против руководства страны повлекут за собой разрушительные ответные удары. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. С предостережением Вашингтону выступила и Турция. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан обнародовал обращение к Соединенным Штатам в связи с нарастающей напряженностью в Иране. «Я бы посоветовал моим американским друзьям, не превращайте это в еще одну Венесуэлу. Иран готов к переговорам, но вам нужно найти способ вести переговоры правильно, чтобы они не потеряли лицо. Если они почувствуют себя загнанными в угол, они будут готовиться к худшему сценарию», заявил Фидан. Как уже сообщалось, в Турции всерьез опасаются сценария, при котором иранский режим будет свергнут при поддержке Штатов и Израиля, а к власти попытаются вернуть наследника шахской династии. По оценкам турецких аналитиков, такой поворот событий может привести к хаосу на границах, росту влияния курдских вооруженных группировок и стратегическому усилению Израиля за счет Ирана. Между тем, террористическая группировка Хезболла опубликовала послание своего генсека Наима Кассема, адресованное раненым боевикам. В тексте говорится: «Мы находимся накануне Великого сражения. Мы противостоим силам, действующим под предводительством американского тирана, поддержанным Западом и сионистской агрессией». Кассем также передал, цитируем, «величайшее приветствие Али Хаминеи». Мощный зимний шторм «Ферн», начавшийся в субботу, привел к рекордным морозам и сильным снегопадам на обширной территории Соединенных Штатов. Чрезвычайное положение объявлено в 18 штатах, от Среднего Запада до Восточного побережья. В Нью-Йорке подтверждена гибель как минимум 3 человек. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение. Непогода сопровождается ледяным дождем, опасно низкими температурами и крайне сложной дорожной обстановкой. 850 тысяч потребителей, включая жителей Нью-Мексико, остались без электроснабжения, а общее число отключений приблизилось к 135 тысячам. Особенно сильно пострадали Южные Штаты, где к таким погодным условиям не привыкли, включая Техас, Луизиану и Нью-Мексико. Шторм стал причиной отмены более 13 тысяч авиарейсов с субботы по понедельник, что стало крупнейшим сбоем в авиасообщении со времен прошлогоднего шатдауна.
Наиболее серьезные проблемы зафиксированы в аэропортах Мемфиса, Далласа, Остина, Шарлотты и Нэшвилла, а в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в воскресенье отменили все рейсы. Работа общественного транспорта была приостановлена в ряде регионов, включая Нью-Джерси и Остин. А для ликвидации последствий шторма мобилизованы сотни военнослужащих Национальной гвардии из 12 штатов. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочел призвала жителей оставаться дома и сообщила о рекордных температурах, в том числе в Уотертауне, где ощущаемая температура достигла минус 34 градусов по Фаренгейту. Это, безусловно, самая холодная погода, которую мы видели. Самая холодная зимняя буря за последние годы. И действительно, штат Нью-Йорк находится в тисках. Своего рода арктическая осада охватила наш штат и многие другие штаты по всей стране. И снежная буря, которую мы ожидали, сейчас началась. Но она жестока. Она леденит до костей и опасна. Снег начал падать на Лонг-Айленде и в Нью-Йорке уже рано утром. Как я уже упоминала, мы не одни. В эти выходные снегопад затронет также 30 штатов, поэтому мы ожидаем самый продолжительный период холодов и наибольшее количество снега за последние несколько лет. Рекорды в штате уже побиты. Шокирующие сообщения из Уотертауна. Фактическая температура в Уотертауне минус 34 градуса, а в Копенгагене минус 49 градусов. Лучший совет – держитесь подальше от дорог. Они будут скользкими, обледенелыми, покрытыми снегом. И если вы можете остаться дома при таких экстремально низких температурах и опасных дорогах, вы и ваша семья будете намного в большей безопасности. Прокуратура округа Хеннепин и Бюро уголовных расследований штата Миннесота подали иск против администрации президента Дональда Трампа после гибели жителя Миннеаполиса Алекса Претти от выстрела агента иммиграционной службы ICE. Как сообщает CNN, целью иска является предотвращение возможной фальсификации или уничтожения доказательств по делу. В документе утверждается, что федеральные агенты изъяли улики с места стрельбы и воспрепятствовали их осмотру со стороны местных властей. Ответчиками указаны Министерство национальной безопасности, ICE, таможенная и пограничная служба, пограничный контроль, а также генеральный прокурор Пэм Бонди. Агентство Reuters опубликовало видео, на котором федеральные агенты противостоят и толкают Алекса Претти за несколько минут до его гибели в субботу, 24 января. Журналисты подтвердили подлинность записи по метаданным, а также по совпадению местности с спутниковыми снимками. Личность Претти была установлена по одежде и черной кепке, в которых он ранее появлялся на других подтвержденных видео. Метаданные показывают, что запись была сделана за 3 минуты до первых выстрелов. Между тем, командир пограничной службы Соединенных Штатов заявил, что операции по обеспечению иммиграционного законодательства в Миннеаполисе продолжаются в обычном режиме. Наша миссия по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в соответствии с разделом 8 продолжается здесь, в Миннеаполисе, несмотря на вчерашнюю трагедию, которую можно было предотвратить, если бы люди принимали более взвешенные решения. Политики, журналисты, а также потенциальные анархисты. Когда политики, лидеры общин и некоторые журналисты прибегают к той накаленной риторике, о которой мы постоянно говорим, когда они выбирают очернять правоохранительные органы, называя их такими словами, как «гестапо», или используя термин «похищение», это выбор, который делается, и за этим выбором следуют последствия. И когда вы выбираете слушать политика, лидера общины, который извергает подобные клеветнические высказывания в адрес правоохранительных органов или чего-либо еще, и за этим тоже есть последствия. Я думаю, мы видели это вчера. Ситуация в городе остается напряженной на фоне общественного резонанса и новых акций протеста. Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама назвал произошедшее душераздирающей трагедией и тревожным сигналом для всей страны. В воскресенье вечером медицинские сестры и жители города провели акцию памяти Алекса Претти у импровизированного мемориала из цветов и свечей, несмотря на сильный мороз. Знаете, мы особенные люди, мы сильные, мы заботливые, и это задевает всех нас. Это задевает каждого. Но тот факт, что он был медбратом, делает все намного сложнее. Я не знаю, как это выразить, но я просто почувствовала необходимость выйти сюда и поддержать его. Его оклеветала эта группа людей, которые его не знали. Он вышел сюда, потому что ему было не все равно, и это так расстраивает, и я чувствую себя такой беспомощной. И единственное, что я могла сделать, это выйти сюда, заступиться за него и сказать, что он не был таким человеком.
Алекс был медбратом в отделении интенсивной терапии в управлении по делам ветеранов. Это одна из самых сложных работ в мире. И я так благодарна Алексу за заботу, которую он оказывал своим пациентам. И сейчас я держу его семью в своем сердце. Я храню в своем сердце память о его коллегах. После того, как принц Гарри резко раскритиковал Дональда Трампа за его пост о том, что НАТО якобы держалась подальше от передовой, и что Америка никогда по-настоящему не нуждалась в альянсе, президент Трамп похвалил британских солдат, служивших вместе с американцами в Афганистане. Премьер Стармер и принц Гарри подчеркнули храбрость солдат и необходимость помнить их жертвы. Великие и очень храбрые солдаты Соединенного Королевства всегда будут вместе с Соединенными Штатами Америки. В Афганистане погибли 457 человек. Многие получили тяжелые ранения, и они были среди величайших воинов всех времен. Эта связь слишком сильная, чтобы когда-либо быть разорванной. Вооруженные силы Великобритании с огромным сердцем и душой не имеют равных, кроме Соединенных Штатов. Мы любим вас всех и всегда будем любить. Президент Дональд Трамп. Россия никогда ничего не будет обсуждать с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Каей Каллас. Поэтому Москва просто будет ждать, пока она покинет свой пост, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что российские военные внимательно следят за планами Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», в том числе в отношении Гренландии. Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь не мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать. И это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет. Или на фоне всего, что происходит, руководство ЕС. Кого угодно назовите. Надо будет анализировать планы Соединенных Штатов по созданию Золотого купола. Что это будет за купол? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы. У нас ведь, наверное, далеко не все понимают, что Гренландия на Северном полюсе, находясь, она с нами граничит фактически. Все думают, что это где-то очень далеко. Конечно. Это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что страна не должна опасаться развития энергетического сотрудничества с Соединенными Штатами и другими государствами мира. Выступая перед нефтяниками на нефтеперерабатывающем заводе государственной компании PDVSA в Пуэрто-Ла-Крус, она подчеркнула необходимость расширения добычи нефти и газа и привлечения инвестиций. Родригес поддержала реформу нефтяной политики, направленную на повышение производительности и привлечение значительных национальных и международных вложений. Национальная ассамблея уже одобрила соответствующие изменения в ходе предварительного голосования. Окончательное решение ожидается после второго голосования. Реформа предусматривает новую модель контрактов, позволяющую иностранным и местным компаниям разрабатывать месторождения и получать доход даже при миноритарном участии в госкомпаниях. Заявление прозвучало ровно через 3 недели после свержения Николаса Мадуро и отражает курс нового руководства на открытие энергетического сектора и нормализацию отношений с Вашингтоном. Мы находимся в авангарде экономического и социального благополучия Венесуэлы, и теперь от нас зависит, станем ли мы страной с крупнейшими в мире запасами нефти и газа в этом полушарии. Теперь от нас зависит, станем ли мы настоящей нефти- и газодобывающей державой. Мы не должны бояться энергетической повестки дня ни в отношении Соединенных Штатов, ни в отношении остальных стран мира. Мы хотим, чтобы все успешные модели из закона о борьбе с блокадой были теперь включены в органический закон о углеводородах, чтобы еще больше расширить нашу производительность и привлечь значительные национальные и международные инвестиции. Пусть собственные усилия Венесуэлы будут подкреплены национальными и международными возможностями для развития наших запасов. В южном английском городе Кроуборо прошла акция протеста против решения правительства разместить просителей убежища в бывших армейских казармах. Размещение мигрантов на территории бывшего военного объекта началось в четверг, 22 января, и стала частью плана властей по сокращению затрат на использование гостиниц для этих целей. Участники протеста размахивали флагами Великобритании, выражая недовольство действиями правительства. Некоторые из них скандировали лозунги с требованием отставки лейбористов. Власти сообщили, что в учреждении будут размещены одинокие мужчины-просители убежища в возрасте от 18 до 65 лет.
Мы все боимся за свои семьи, мы боимся за будущее страны. Но то, что мы делаем здесь, наша солидарность и то, что мы делаем сегодня в Кроуборо, показывает людям, что правительство не должно игнорировать тот факт, что мы просто обычные люди из обычных семей, которые объединились под нашими знаменами, потому что нам надоело то, что происходит. Нам надоели слабые границы. В Индии зафиксирована новая вспышка смертельно опасного вируса Нипах, от которого на сегодняшний день не существует вакцины или специфического лечения, и который может очень быстро распространиться по миру. По данным органов здравоохранения в восточном штате Западная Бенгалия, недалеко от густонаселенной Калькутты, выявлено как минимум 5 случаев заражения. Ситуация вызывает особую тревогу из-за того, что вирус начал поражать медицинских работников. Сообщается также о первом летальном исходе. Заболевшая девушка впала в кому и скончалась. Власти отправили на карантин сотни людей, контактировавших с инфицированными. Вирус Нипах является зоонозной инфекцией и передается от животных к человеку, а также от человека к человеку. Его природными носителями считаются плодовые летучие мыши, широко распространенные в Индии. Заражение возможно при контакте с летучими мышами или свиньями, а также при употреблении загрязненных фруктов или сока финиковой пальмы. Смертность при инфекции колеблется от 40 до 75%, что делает вирус одним из самых опасных известных патогенов. Всемирная организация здравоохранения классифицировала Нипах как приоритетный патоген с высоким риском глобальной эпидемии. На фоне вспышки ряд стран, включая Таиланд, начал ужесточать санитарный контроль в аэропортах для пассажиров, прибывающих из Индии. Процедуры досмотра включают измерение температуры и осмотр пассажиров на месте при появлении симптомов заболевания. Лица с высокой температурой или признаками, указывающими на заражение вирусом Нипах, будут переведены в специально отведенные карантинные центры для дальнейшего обследования в соответствии с установленными протоколами. Путешественники из Западной Бенгалии получают информационные карточки о состоянии здоровья, в которых подробно описаны симптомы, на которые следует обратить внимание, и действия, которые необходимо предпринять в случае заболевания. К симптомам, связанным с вирусом Нипах, относятся лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, сонливость, спутанность сознания и судороги. Лидер венгерской оппозиции Петр Мадьяр, чья партия ТИСА лидирует в большинстве опросов перед выборами 12 апреля, назначил Аниту Орбан, международного эксперта по энергетике, отвечать за внешнюю политику партии. Анита Орбан, не родственница премьера, получила степень PhD в школе права и дипломатии Флетчера в Бостоне и работала в энергетическом секторе Великобритании и в компании Vodafone. Ранее она была послом по вопросам энергетической безопасности при правительстве Виктора Орбана. Если бы вам нужно было кратко определить, как выглядит идеальная венгерская внешняя политика, что бы вы сказали? Где наше место? Откуда мы пришли? Куда идем? Каковы фундаментальные принципы? О, есть столько всего, что я хотела бы сказать, но давайте определим основы. Следуя наследию святого Стефана, мы принадлежим к Западу, и мы положим конец этой политике колеблющейся нации. Мы ясно и окончательно закрепим Венгрию в системе Западного альянса, как часть Запада. И будем это укреплять. Один из способов — возродить и восстановить тысячелетнюю венгерско-польскую дружбу, преодолев весь ущерб последних лет. Мы восстановим польскую дружбу, так как это будет основой сотрудничества Вишеградской четверки. Конечно, Европейский Союз имеет решающее значение для Венгрии. Не знаю, заметили ли вы или кто-то еще, что 12 апреля, дата, назначенная президентом республики для выборов, была очень важным днем в 2003 году. В тот день мы провели референдум о присоединении к Евросоюзу, где подавляющее большинство венгров поддержали наше членство в ЕС. Таким образом, по сути, это будет повторный референдум. Итак, 12 апреля, возможно, мы оба считаем, что, несмотря на все недостатки и проблемы, ЕС — это наилучшее возможное решение для Венгрии. Я также считаю, что это будет подтверждающий референдум. Судя по данным опросов общественного мнения, венгры по-прежнему поддерживают наше членство в ЕС с тем же большинством, что и в 2003 году. Я также думаю, что 12 апреля символично. Мы не будем безоговорочно проевросоюзными. Мы не будем слепо подчиняться. Мы уже знаем, что не поддерживаем бюджет ЕС на 2028 год в его нынешней форме по двум причинам, которые сейчас не стоит обсуждать. Но только конструктивный партнер может предложить конструктивную критику. Партнер, чья
чья идентичность и принадлежность не ставятся под сомнение. И венгерская дипломатия имела традицию этого, когда другие страны уважали нас и принимали нашу критику. Мы хотим прекращения огня как можно скорее и мирного договора как можно скорее, не так ли? Мы были бы очень счастливы, если бы это произошло до выборов, и если бы этот мир был долговечным, не так ли? Долговечный мир, на котором мы все могли бы строить отношения в регионе. Ну, здесь нужно заявить о многом. Во-первых, Россия является агрессором, а Украина — жертва. Мы поддерживаем и уважаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и нам выгодно иметь независимую Украину на нашей границе. Но очень важно знать, что мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. И вы упомянули, что будет референдум по этому вопросу. Если и когда это произойдет, но мы не видим этого в обозримом будущем. Из-за своего географического положения и региональной роли Россия всегда будет важной страной для любого венгерского правительства и любой венгерской дипломатии. Проблема в том, что в нынешних венгерско-российских отношениях я вижу, что две страны не сидят по разные стороны переговорного стола, а на одной стороне, и это российская сторона. Мы вернемся на венгерскую сторону и будем представлять венгерские интересы. И мы хотим сделать российские отношения отношениями между двумя суверенными странами, где интересы друг друга взаимно уважаются, прозрачны и свободны от закулисных договоренностей. Заместителя председателя Центральной военной комиссии Китая и члена Политбюро Коммунистической партии Чжан Юся подозревают в передаче Соединенным Штатам ключевых технических данных о китайском ядерном оружии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, обвинения в адрес генерала были озвучены на закрытом брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии Китая. Чжану также вменяют получение взяток за продвижение офицеров на высокие должности, включая пост министра обороны, а также за влияние на систему военных закупок. Среди других обвинений называются злоупотребление властью и попытки формирования политических клик, подрывающих партийное единство. Источники издания утверждают, что часть доказательств была получена от бывшего главы Китайской национальной ядерной корпорации. При этом конкретные данные, якобы переданные Соединенным Штатам, не раскрываются. В научном парке Цинлин-Сибао в городе Сиань на северо-западе Китая было снято видео, быстро привлекшее внимание пользователей соцсетей. На кадрах гигантская панда по кличке Мэн-Мэн с явным удовольствием резвится в снегу в открытом вольере. Животное прыгает, катается по сугробам и время от времени пытается достать фрукты с ближайших деревьев. Специалисты напоминают, что гигантские панды хорошо переносят холод и особенно любят снежную погоду, в отличие от жары. По словам сотрудников парка, снег для панд служит естественным способом ухода за шерстью, помогая поддерживать ее чистоту и здоровье. В Соединенных Штатах олень устроил погром в банке. В полицейский участок округа Саффолк поступило сообщение. Кто-то проник внутрь отделения. Прибыв на место, копы застали рогатого нарушителя. Животное разбило окно, оказалось внутри и, не поняв, как выбраться обратно, в панике стало громить все вокруг. На видео полиции видно, как олень выбивает окно банка и бесконтрольно носится по помещению, пока офицеры пытаются его поймать. Олень отчаянно пытался сбежать от полиции, при этом устроив беспорядок. В итоге офицерам удалось безопасно набросить на него аркан и вывести животное наружу.